Привет! Я очень-очень-очень давно хотела рассказать вам про эти краски. Резинарт просто отдыхает в стороне. Хотя... Да. Я очень люблю французскую фирму Pebeo. Пользуюсь их акрилом, лаками. Когда-то рисовала их красками по тканям. Надо, кстати, к этому вернуться. Была в их музее во Франции, но это отдельная история. И у них есть краски, о которых почему-то довольно мало кто говорит на творческом ютубе, хотя эти краски, точнее, с этими красками можно делать просто шок-контент. Если они попадут в руки к человеку, который умеет рисовать, в отличие от меня, с ними просто такие невероятные штуки можно творить. Но даже если вы не умеете рисовать, как я, то у вас все равно может получиться вау-штуки. Речь идет о 3 видах красок. Pebeo Moon, лунные, давайте их называть по-русски, по-моему, это очень круто звучит. Pebeo Prism, призма, и Pebeo Vitrail, то есть витражные краски. И вместе они образуют концепцию Mixed Media, которая подразумевает под собой творчество, в котором эти краски можно сочетать и творить просто невероятные штуки. Вот так выглядит призма. Палитра намного больше на самом деле, я потом надеюсь еще приобрести цвета. И этот вид красок дает вот такой вот эффект. Лунные краски есть в баночках такого же объема, а есть набор из 12 маленьких баночек разных цветов. И витражные краски, которые я планирую попробовать и для создания витражей в будущем, но пока использую их в сочетании с лунными и призмой. Для того, чтобы лучше понять, как работают эти краски, я решила не ограничиваться маленькими заготовками под кулончики или там колечки, а попробовать сделать декоративную тарелочку для украшений или там всякой мелочевки на тумбочке и подобного. Делать буду из эпоксидной смолы. Беру My Epoxy Pro, потому что она застывает 24 часа, а не 48, и мне хотелось уже скорее попробовать эти краски. Замешиваю смолу в силиконовом стаканчике и заливаю форму. С таким носиком у стаканчика работать очень удобно, потому что у него ничего не стекает вниз по внешним стенкам. Убираю пузыри из углов, вытираю и оставляю сушиться палочки и жду. Просто так ждать я, конечно же, не могла, поэтому взялась за основу под бижутерию. Возьму вот такие цвета для первого кулона. Очень важно перед работой краски очень хорошо взболтать и перемешать. Я видела, как некоторые в работе с этими красками используют пластиковые пипетки, но у меня есть опыт работы с ними из парфюмерии, и отмывать эти пипетки от краски это довольно проблематично, а если вы не успеете, если у вас краска начнет засыхать до того, как вы закончите работу, а выбрасывать каждый раз их это вообще не вариант. Поэтому сегодня я буду пользоваться палочками для канапе, которые нашла у себя дома, а в будущем для крупных заливок, наверное, буду брать шприцы, потому что их можно разъединить и спокойно мыть, в отличие от этих пипеток. Перемешиваю краску в баночке и наливаю на заготовку. Краску особо переводить не хочется, поэтому сначала возвращаю пару капелек в баночку и только потом вытираю салфеткой эту палочку. И то же самое с другими красками. Дальше я стала немного перемешивать эту краску, но потом прочитала, как всегда, после того, как попробовала, что так делать не стоит. И я потом сама же в этом убедилась, потому что тогда краска не работает так, как должна. То есть можно буквально чуть-чуть ее подвигать, но не так, как я в этом кулоне, потому что, видимо, какие-то связи у краски разбиваются таким образом, но она не работает так, как должна.
Для кольца я взяла серые лунные краски и зеленые призму и витраж. Будет слизеринское кольцо. И опять я начинаю особо сильно рисовать на них, а этого делать не стоит. Для последнего кулончика я налила сначала призму, а потом лунные краски. До этого я делала наоборот, сначала луну, потом призму, а теперь призму и сверху луну. И только посмотрите, что начинает происходить. Немного витражных красок и, я не могла тогда без этого, пару движений покраски. Что из этого получилось, покажу в конце. На следующий день у меня высыхает наконец моя декоративная тарелочка, и тут можно разойтись с цветами. Алгоритм все такой же. Сболтать краску, перемешать краску, налить краску. Тут я, как и в последнем кулоне, начинаю с призмы. И смотрите, пока я наливаю лунные краски, призма уже начинает покрываться пятнами. Тут я уже знала, что особо перемешивать краску не стоит, хотя очень-очень сильно хотелось. Но дальше периодически я только закрывала дырочки с помощью палочки, а свою потребность в перемешивании компенсировала тем, что наклоняла тарелку из стороны в сторону. Витражные краски, как вы можете заметить, добавляют такие цветные полупрозрачные жилки, и это очень красиво. А еще благодаря витражным краскам другие, луна и призма, становятся более жидкими и лучше перетекают. Но из-за того, что я их довольно много все-таки двигала, перемещала, все равно они не так хорошо раскрылись, как могли бы. Это я поняла, опять же, потом. И вот что получилось. На украшениях краски не особо проявили себя, потому что я их мешала, это моя ошибка. А вот от тарелочки я в восторге. И я потом сделала еще одну, и вот на ней краски еще лучше смогли раскрыться и показать себя во всей красе. Думаю, вы уже догадались, почему. Я еще потренировалась на кулончиках, а в один даже позволила добавить себе немного блесток. И, как вы можете заметить, я ничего из этого не залила смолой. Суть вот в чем. Краска схватывается за первые минут 15-30, в зависимости от слоя, но потом продолжает сохнуть еще в течение нескольких дней. Эту информацию я прочитала в интернете. Большое спасибо женщине, которая написала тот пост, я оставлю ссылку в описании. И я, конечно, это прочитала, но мне все равно надо было убедиться в этом. Но не то, чтобы убедиться, а посмотреть, что будет, если залить смолой раньше, чем эта краска засохнет полностью, до конца. Вот что будет. Я залила этот кулон на следующий день после того, как нанесла краску. И она вся съежилась и сморщилась внутри. И здесь это, кстати, еще можно посчитать за спецэффект, но тарелочки это мне может испортить. Поэтому я жду, когда пройдет неделя, чтобы защитить рисунок смолой. Я могла бы заснять этот процесс тоже, но мне нужно еще дождаться 3 дня, пока высохнет краска, потому что я решила подождать неделю. Я не хочу рисковать с этими тарелочками. Да и я думаю, 99% из вас прекрасно понимают, как я делала бы этот просто финальный слой или купол на украшениях. Я на самом деле
Я на самом деле торопилась с публикацией этого видео, потому что ПБО проводит международный конкурс для художников, приуроченный к столетию компании. Расскажите про это своим друзьям-художникам. Я знаю, что меня смотрят ребята с худграфа и просто очень творческие личности, и я верю, что в нашей стране есть достойные, талантливые ребята, которые могут показывать себя на таком уровне, поэтому участвуйте, покажите себя, крутыши. Не знаю, может быть, это связано с тем, что я очень уважаю именно, не просто люблю, а уважаю эту компанию по многим факторам, от истории до ассортимента. Но мне так хочется, чтобы наши талантливые ребята смогли заявить о себе на таком уровне. Если там будет открытое голосование, мы всем творческим русскоязычным ютубом будем за вас. Это не реклама, и мне за это ничего не будет. Но просто мне жаль, что про этот конкурс я узнала, например, случайно, зайдя на сайт ПБО. Но я думаю, мало кто из наших талантливых, в очередной раз скажу это слово, ребят, заходит на сайт ПБО. Ссылку на условия, всю информацию там я оставлю в описании. И, мои дорогие младшие зрители, обратите, пожалуйста, внимание на то, что этот конкурс провожу не я. Я просто о нем рассказываю. Поэтому отвечать на ваши вопросы о том, как в нем участвовать и что для этого нужно, я не буду. Вот, надеюсь на ваше понимание. Вся информация в описании есть. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока.